Овны, здравствуйте! У нас неделя с 14 по 20. Давайте посмотрим, что вас ждет по всем сферам жизни представителей знака зодиака Овен. Да, Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. Будут советы от Таро, это оракулов. И в конце расклада будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Овны, неделя с 14 по 20 февраля. Дом, семья, любовь, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы, совет, предупреждение от Таро. Давайте еще Ленорман посмотрим. Сюрприз, неожиданность. Овны, неделя с 14 по 20 февраля. Ну, кто-то здесь решит финансовые вопросы. Это может быть что-то связано с недвижимостью, может быть одобрение кредита. То есть это цель, к которой вы шли долго. Вы подбираете ключ к вопросам, которые решают ваши финансовые вопросы. Здесь или карта показывает, если меня женщина Овна смотрит. Может быть, вы занимаете по колесу фортуны какое-то очень выгодное место, или повышение по карьерной лестнице, или может быть какая-то крупная сделка. И у нас колесо фортуны — это тоже удача в деньгах, везение. Может быть, кто-то здесь покупает, приобретает недвижимость или получаете помощь от такой дамы. Ну, опять же, это может быть финансист, женщина, которая работает в недвижимости, или, может быть, это для молодых овнов, это может быть ваша мама. Вот дом, семья, у вас 4 кубков. Есть какие-то здесь разочарования. Это еще, знаете, когда плохое настроение, упадок сил, вот солнца мало, то есть и нежелание чего-либо менять и что-либо делать. Может быть, какие-то еще обиды, ссоры в доме. Или, может быть, кто-то из овнов очень много трудился. Эта карта показывает упадок сил. Как правило, это карта размышлений, но не действий. Но вот этот кубок говорит, то ли есть у вас какая-то идея, план, замысел по поводу вашего дома или семьи, или ваших отношений в доме с кем-то, да, например, вы поссорились, человек может пойти на примирение. Вот другой вопрос, согласитесь вы или нет. Или, например, какие-то планы у вас были по поводу вашего дома, семьи, но по 4 что-то вам не получается реализовать. Как-то вот, может быть, вы зашли в каком-то вопросе в тупик. То есть вот это предложение о помощи или поддержке может поступить. Вот может быть вот от этой женщины. Ну давайте мы одну карту уточним. Ну, если вы с кем-то из домочадцев поссорились, то помириться у вас возможность будет. Вот еще королева кубков здесь у нас ложится. Ну, это может быть для женщин подруга или, опять же, ваша мама. 4 может говорить, что вот ничего не хочется, руки опускать для женщин, да? Может быть, вот эта дама, наоборот, вас как-то встряхнет. Может быть, куда-то пригласит или выговорится. Вот это женщина, которая обязательно вас выслушает, поддержит, поможет. Может быть, это даже для кого-то психолог или, опять же, там, таролог. Потому что у этой женщины очень сильно развита интуиция. Может быть, вот вам нужно будет выговориться. Или, например, она вас куда-то позовет. Там, пойдем на лыжах покатаемся, или пойдем куда-то в кино сходим, как-то развеяться. Также здесь может быть совет, предупреждение. Карта советует вам заняться вашим домом, семьей. Ведь 6 – это гармоничные отношения в семье, да? Люди, с которыми мы проживаем. Может быть, вот как раз здесь вот эта вот чаша у этой королевы кубков, которая вам будет протягиваться. Ну, может быть, это все-таки что-то связано с финансами или с решением каких-то вопросов. Вот ключ у нас открывает какую-то дверь.
Здесь еще может быть для кого-то вопрос, связанный, например, с наследством. Ну, например, может быть, вам как бабушка или мама подпишет какую-то квартиру дарственную. Вот ключ, да, вот, ну, рыба — это, как правило, финансовое благополучие. Звезда — это исполнение задуманного. То ли здесь хорошее поступление денег, получение прибыли в деньгах, то ли здесь от кого-то идет содействие. Ну, тут у нас две королевы ложатся, и обе не вашей масти. То есть какую-то важную для вас, может быть, даже судьбоносную ситуацию вы решите вот в эти 7 дней. Сами или при помощи кого-то. Хорошо, отношения. Но отношения семерка кубков, да, карта влюбленности. Если вы одиноки, вы здесь можете влюбиться. Конечно, это может быть еще общение в интернете, сайты знакомств. Может быть, вы сейчас подбираете подходящий вам вариант. Для тех, кто уже состоит в отношениях, здесь, может быть, какие-то планы вы строите по поводу друг друга, по поводу ваших отношений. Но все-таки семерка иногда говорит об иллюзиях. Давайте мы ее уточним. Да, ну вот для тех, кто состоит в отношениях, может быть, это тайная связь. Тут, знаете, у меня два варианта. Или вы в отношениях с несвободным человеком, или здесь очень сильное влияние пожилой дамы. Влияние на ваши отношения. Может быть, это чья-то мама. Если вы в отношениях с несвободным человеком, то здесь карты вас предупреждают, что очень много иллюзий у вас по поводу этих несвободных отношений. Может быть, человек вам что-то обещает. Да, это участие в любовном треугольнике. Вы знаете, этот треугольник может быть там, где вы работаете или учитесь. То есть у человека есть семья. Если это влияние дамы, то по тройке вам нужно попытаться с ней договориться. Не знаю, найти как-то с ней общий язык. Потому что тройка пентаклей — это всегда переход отношений на более зрелый уровень. Но здесь уже получается команда. То есть если у женщины сложный характер, вам придется к этому приспосабливаться. Хорошо, работа, карьера, бизнес. Здесь хорошие перемены. Вот колесо фортуны всегда говорит, что нам начинает вести. Если в каких-то делах были заминки, то это продвижение вперед. Также может прийти помощь или неожиданная сумма денег, на которую вы не рассчитывали. Может быть, какая-то премия. Или, может быть, звезда показывает какого-то человека, ну, например, покровителя или вашего начальника, который оценит ваши таланты по заслугам. Вот может быть такая королева пентаклей, или карта показывает, что вы займете очень хорошее положение, например, на работе. Ну, давайте мы это колесо уточним. Еще это может быть какие-то поездки, дороги, связанные с работой. Ну, как правило, дороги очень удачные. Ну, здесь какие-то перемены идут. Да, перемены к лучшему. Страшный суд может говорить об избавлении, освобождении от какой-то сложной ситуации, проблемы. Это выход из тяжести, то есть она говорит, закрываются какие-то одни двери и открываются новые. Здесь может быть и смена работы, и смена рода деятельности. Если вы были в поиске, то это, знаете, оказаться в нужном месте в нужное время. Это может быть даже работа на себя. Ну, например, вы долго искали и понимаете, что нет предложений. Это вот именно осознание того, что вот теперь я буду работать только на себя. Если у вас еще отшельник, это идти по пути своего предназначения. Но это, как правило, человек занимается чем-то своим, старший аркан мир. Может быть, это связано что-то с интернетом. Потому что звезды могут показывать удаленку. Может быть, кто-то занимается каким-то по рыбам и по звездам, какими-то эзотерическими практиками. Или, может быть, это что-то связано с астрологией. Но это что-то кармическое. Тут самое главное, по звезде вам нужно поверить в себя. Для кого-то, может быть, это переезд куда-то далеко. Вот удачно куда-то уехать. Хорошо, финансы. Ну, королева Пентакли, я уже говорю здесь, или показывает вас, что вы занимаете хорошее положение, но для женщин. Может быть, здесь еще вопросы с одобрением кредитов, недвижимость решается, получение наследства или помощь от такой дамы.
Кто-то из овнов, может быть, будет покупать что-то в дом, вот украшать, создавать уютный очаг, ну, может быть, какие-то хорошие вещи, там, мебель, шторы. Ну, вот то, что создает уют. Потому что и в совет у вас ложится шестерка кубков. Это тоже заниматься своим домом, семьей. Это хорошие гармоничные отношения с родственниками. Это дети, бабушки, внуки, мамы, папы. Еще, может быть, вам карта говорит как совет предупреждения, обратите внимание на людей из прошлого. Может быть, они придут с какими-то предложениями. Например, для тех, кто в поиске. Поступает звонок от какого-то друга. Это может быть друг детства, юности, там, коллега на работе бывший. И он вам что-то предлагает по работе. Вот здесь вот реально может появиться шанс хорошо заработать и полностью поменять свою жизнь. Ну, во всяком случае, прислушайтесь. Так, хорошо. Ну, давайте для вас получим совет от королевы Луны, Овны, неделю с 14 по 20 февраля. Вил – это воля. Карта говорит, что какие-то решения от вас сейчас могут потребовать действий. Вы сами должны контролировать свои собственные решения и свою жизнь, а не кто-то другой. И мы должны понимать, что мы здесь обладаем свободой воли. По поводу своей жизни вы должны принимать сами решения. Но также старайтесь не навязывать свою волю другим людям. Хорошо, и давайте посмотрим с вами ответ маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, Овнам на неделе с 14 по 20 февраля на их запрос «да» или «нет», о чем бы они ни спрашивали. Ответ «да». Ну, у меня для вас все. Хорошей вам недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Приветствую вас, тельцы. У нас прогноз для вас на неделю с 14 по 20 февраля. Давайте посмотрим основные события этой недели для знака зодиака Телец. В конце расклада будет маятник. Если есть у вас какой-то вопрос на «да» или «нет», подумайте о нем. Мы посмотрим, что нам ответит маятник. Дом, семья. Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет предупреждения от Таро. Сюрприз, неожиданность. Тельцы, недели с 14 по 20 февраля. Да, вы знаете, здесь может быть что-то связано или с домом, с семьей, да, здесь у нас тоже ведь десятка мечей, окончание чего-то. И здесь придут новости о каком-то окончании. Но так как у нас ложится книга, это может быть окончание какой-то тайной связи. Или какие-то ваши секреты выйдут наружу. Или вы узнаете чьи-то секреты. Но это может быть связано с вашим домом, семьей. Кто-то, может быть, неожиданно уедет на какую-то учебу, может быть, или известие о том, что, ну, гроб, да, это нет движения, это вот что-то сковано. Ну, в принципе, вот сейчас это показывает изоляцию. И здесь могут прийти новости об окончании какой-то тайны. Может быть, вот связано с тем, что в мире происходит. Или это может касаться непосредственно вас. Может быть, это по работе какие-то неприятные новости, например, что
с вами разрывают контракт, или вы надеялись на получение, вот ваш проект или какой-то новый заказ, и приходят новости, что, например, конкуренты перехватили этот ваш заказ. Потому что и по деньгам здесь какое-то разочарование. Или вам прилетит чей-то секрет, и вам нужно будет его сохранить. Давайте мы эту десятку мечей уточним. Здесь еще, может быть, знаете, у кого-то из тельцов... Да, сейчас уточню. Информация от врача, что было какое-то заболевание, или не хотели, а поставили какой-то диагноз, но, может быть, перепроверили. И пришли новости, и вы знаете, как человек заболел, и не могли определить, что с ним. Десятка говорит, вот был какой-то период, когда очень много было страхов, переживали вы за кого-то, может быть, даже и за себя. Но здесь приходит диагноз от короля мечей. Это, конечно, может быть еще и хирург. О том, что или выздоровеете, или диагноз не подтвердится. У кого-то может быть здесь наконец-то зачатие. Но опять же при помощи короля мечей, при помощи врача. У кого-то может быть, у тельцов король мечей это человек, который давит. Может быть, это какой-то властный отец. Или отношения у вас были, например, у женщин с мужчиной. Но это просто вот шаг влево, шаг вправо, расстрел. Да? Это может быть освобождение. Это окончание отношений и обретение счастья, свободы. Это карта освобождения. Потому что у вас все-таки в совет ложится башня. А башня это какие-то встряски, но в то же время это может быть освобождение, вот как из плена. Понимаете, вот может быть в доме, в семье, как я говорю, у кого-то из тельцов вот какой-то тиран. Может быть, вы жили с отцом, это возможность куда-то уехать. Может быть, снимете квартиру или купите свое собственное жилье. Или кто-то из женщин выйдет из-под влияния отца. У вас здесь могут быть новые отношения или какое-то радостное событие по поводу ваших отношений. У кого-то здесь точно известие о беременности. Может быть, вот гроб говорил, что вы уже даже не верили в то, что вы можете, например, стать мамочкой. А книга это или правильный диагноз, или какая-то тайна открывается. Может быть, это, например, беременность через ЭКО. Ну, что бы у вас тут ни заканчивалось, какие башни у вас тут не падали, это все равно все приведет вас к счастью. Ну, любовь и отношения, если вы были в поиске, это стоять на пороге новых отношений, новой любви. А если вы уже состоите в отношениях, у кого-то здесь может быть предложение руки и сердца, это готовится вступить в брак. У кого-то может быть известие о беременности, то есть какое-то счастливое, радостное событие в вашей любви. Кто-то, может быть, получит, вы знаете, король мечей еще может быть нотариус, судья. Может быть, вы получите какое-то наследство. Ну, вот здесь вот шла информация, что известие о том, что кто-то перешел в мир иной, но это приводит к тому, что вы можете обрести недвижимость. Хорошо, работа. А вот по работе здесь какие-то неприятные новости. Может быть, какой-то проект, на какой-то вы проект или заказ надеялись, но, скорее всего, придут новости, что, не знаю, как я уже сказала, может быть, конкуренты переманят. Давайте мы уточним. Также это придирки на работе. Да, здесь потеря чего-то. У кого-то, может быть, какое-то сокращение произойдет. То есть что-то закрывается. Это может быть сокращение, это может быть пятерка, потеря вот какого-то выгодного заказа. Пятерка и четверка в деньгах, да. Также это может быть известие о получении наследства. Может быть, это наследство придет откуда-то издалека. Почему всадник показали? Может быть, вам, чтобы вступить в это наследство, нужно будет куда-то поехать. Поехать или переехать.
тогда, естественно, с работы вы уйдете. То есть пятерка всегда говорит: мы на что-то надеемся, но надежды наши не оправданы. И четверка, конечно, показывает разочарование, расстройство, переживание. Но вот опять же, вот какой-то кубок вам протягивается, какое-то, может быть, предложение помощи или поддержка от кого-то может быть. Самое главное, ну вот нужно просто обратить внимание и ей воспользоваться. Да, ну по башне, как совет, предупреждение. Карта говорит, что произойдут какие-то неожиданные перемены в вашей жизни. Но, как мы посмотрели, если эти перемены касаются вашего дома, семьи, отношений, то это что-то очень хорошее. Может быть, кто-то поменяет работу. Но вы знаете, вот после башни у нас идет звезда. А звезда всегда дает надежду. То есть она говорит, что жизнь налаживается, появляются какие-то новые перспективы. Но нам все равно всегда нужно пройти через какую-то башню, чтобы избавиться от того, что нам больше не нужно. У кого-то это может быть реально просто обретение недвижимости, переезд. Башня может говорить о переезде или в той же локации, где вы находитесь, а может быть куда-то и по всаднику в совсем другое место. Хорошо, давайте мы совет для вас получим. Тельцы, неделя с 14 по 20 февраля, совет от королевы Луны. Виздом. Ну, мудрость у нас всегда говорит, что учиться надо на своем опыте. Да, мудрость это больше, чем просто знание. Может быть, в вашей жизни сейчас есть что-то, чего вы не видите, и должны исследовать более тщательно. Ну, мудрость у нас, как правило, приходит со временем. Но если у вас сейчас будет какой-то вопрос, в котором вы сомневаетесь, карта советует вам воспользоваться советом какого-то мудрого человека. Это может быть какой-то специалист или это ваши родители. Хорошо, ну давайте посмотрим, что нам ответит маятник. Маятник, ответь, пожалуйста, тельцам. На неделе с 14 по 20 февраля на их запрос, о чем бы они ни спрашивали, да или нет. Ну, вопрос нет. Но так как он движется по кругу, есть какие-то, вот как было в совете оракула, есть какие-то еще препятствия, которые вы не видите. Но, во всяком случае, не на этой неделе. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Хорошей вам недели. До свидания. Близнецы, приветствую вас. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. В конце у вас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Дом, семья. Так, у меня кого-то перевернулось. Отношения. Работа, карьера, бизнес. Финансы. Совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, близнецы, недели с 14 по 20 или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Смотрите, здесь может быть в каком-то сообществе или вас пригласят на какое-то мероприятие,
Для вас там может произойти какое-то судьбоносное событие. Кто-то может познакомиться. Ну, вас пригласят, например, на свадьбу, юбилей, день рождения или какое-то мероприятие там будет проводиться, не знаю, корпоратив, открытие какой-то выставки. Ну, любое там, где собираются люди. Кто-то может найти работу, но, скорее всего, по протекции чьей-то. Ну, например, вы с другом идете на какое-то мероприятие, друг там вас с кем-то знакомит, ну, как вариант. Ну, я говорю, то знакомство может вылиться во что угодно, но это что-то для вас очень важное. То ли это связано с работой, заключением какого-то контракта, сделки, или это судьбоносное знакомство по поводу для тех, кто ищет любовь. Здесь у вас туз пентаклей. А также это для тех, кто духовно развивается. Это может быть сообщение из какой-то группы. Это могут быть группы там, обучения духовное, там, получение каких-то инициаций или медитации, практики. Это что-то тоже для вас очень важное, но это связано с вашим духовным ростом. Или, например, кого-то из близнецов пригласят в какой-то ретрит. Кто-то из близнецов, кто собирался уезжать куда-то в другую страну, может получить новости о том, что вопрос ваш решился. Поедете или нет, пока таких карт не вижу. Но вот какие-то новости могут прийти, первые ласточки. Но ключ всегда показывает какие-то важные судьбоносные вопросы. Может быть, у кого-то решается вопрос, например, с недвижимостью. Но в любом случае ключ всегда открывает какие-то для нас двери. Вот в доме семьи у вас дьявол. Да, ну, я его уточню, конечно. Это может быть какое-то страстное желание по поводу вашего дома. Также это может быть какая-то зависимость от чего-то или от кого-то. Иногда карта показывает большие деньги. Все-таки это дьявол, это материальный мир. Это всякого рода искушения, злоупотребления, манипуляции. Ну, давайте посмотрим, что такое дьявол. Это и любовные треугольники еще могут быть. Конечно, вот эти две карты могут показывать какое-то ваше страстное желание по поводу вашего дома. Но здесь связано что-то, может быть, с недвижимостью. То ли хочется приобрести свое, то есть выйти из зависимости от кого-то. Ну, например, молодые вы люди, живете с родителями, вам хочется съехать. Здесь четверка может показывать, что финансов не хватает. Или вы собираете, ну, копите, там, откладываете, то есть отказываете себе в других прелестях жизни для того, чтобы решить вопрос с жильем. Но вот если вы в отношениях или в браке, здесь может быть решение вопросов с жильем. Да, может быть это дар, это может быть подарок от кого-то или маг в деньгах. Да? Маг это может быть ваши активные действия или помощь какого-то специалиста, который поможет вам решить вопрос с жильем. Но туз пентаклей я уточнять не буду. Если вы в поиске, да, есть шанс познакомиться. Если вы уже в отношениях, здесь или предложение руки и сердца, или предложение жить вместе. У кого-то может быть известие о беременности. Потому что все-таки туз пентаклей у нас это семя. Работа. Старший аркан башня. Ну, здесь какие-то перемены грядут. Здесь может быть увольнение, сокращение. Может быть, предприятие, на котором вы работаете, закроется. Или, может быть, проект, над которым вы работали, ну, не смогли вы его реализовать. Кто-то будет менять работу, а кто-то, может быть, вот будет переезжать, и из-за этого вам придется сменить работу. Может быть, вы в другой город переезжаете, может быть, и в другую страну, да, мир. Может быть, какое-то предложение поступит, например, уехать куда-то в эмиграцию или начать работать через интернет по удаленке. Мир всегда говорит о завершении одного этапа и начале следующего. То есть какая-то дверь закрывается, но появляются большие возможности по миру. Или вы уезжаете, да, в другую страну, но, естественно, работу вам придется менять. То есть вот здесь карта говорит, приходят новости из какого-то сообщества, но сообщество это может быть другая страна.
что у вас есть в руках ключ. Если вы искали работу, то также или это может быть работа через интернет, или опять же вы куда-то уезжаете, или может быть работа в какой-то иностранной компании. Это не обязательно переезд, это может быть, ну, например, там, Макдональдс или какой-то автосалон. Ну, это как пример. То есть это компания, которая на самом деле находится где-то за границей. Хорошо, в деньгах у вас ложится маг. Но тут может быть или тратиться на какого-то специалиста, или вот здесь вот помощь, совет от какого-то человека, который поможет вам решить сложную ситуацию. Еще карта говорит о каком-то новом начале, куда вы будете вкладывать деньги. И если вы будете очень активны, вы можете увеличить свой капитал. Вот опять, кто такой маг? Да? Это человек, который может составить разговор, переговоры, добиться своего, то есть очаровать собеседника. Вот может быть опять карта говорит, на ваш денежный канал, на ваши финансы может повлиять встреча на каком-то мероприятии, с каким-то человеком разговор. И это поможет вам вот что-то получить, что-то очень важное. Взять вот этот ключик, но для этого вы должны быть очень активны и, ну, вы же близнецы, да, вы вообще коммуникабельные. Может быть, вот именно от вашего разговора, умения очаровать собеседника будет зависеть ваш финансовый канал. Совет предупреждения. У вас двойка мечей. Но двойка мечей — это карта нерешительности, сомнений. У вас здесь очень большие перемены. Вот у вас из 5 карт 3 старших аркана, 4. То есть какая-то важная для вас судьбоносная неделя, поэтому сомнения и колебания убираем напрочь. Прислушаемся к своей интуиции. Может быть, получаем у кого-то дельный совет, если сами не можете на что-то решиться. Но, скорее всего, вот эти ваши сомнения и колебания могут привести к тому, что вы упустите какой-то очень выгодный шанс. Тем более у нее завязаны глаза. Вот эти сомнения и колебания говорят о том, что вы не видите каких-то перспектив. Поэтому, может быть, надо с кем-то посоветоваться. Хорошо, давайте совет для вас получим. Близнецы. Неделя с 14 по 20. Совет от оракула королевы Луны. Так, nourishment. Карта переводится как питание, поддержка. Но в первую очередь карта вам советует на этой неделе очень тщательно подбирать питание для своего тела и разума. Обратите сейчас внимание на свое здоровье, на свое самочувствие. И вот по дьяволу не попадайте под такое чувство, как зависть и ревность. Такой для вас совет. Ну и давайте получим ответ от маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, близнецам на неделе с 14 по 20 на их запрос, да или нет. Маятник говорит, ну, пока нет. Не на этой неделе. Такой у нас с вами получился прогноз. Я желаю вам хорошей недели. Благодарю за просмотр. Всего хорошего. Здравствуйте, раки. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. В конце прогноза у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Подумайте, на какой вопрос вы хотите получить ответ. Дом, семья. Отношения. Ох, у вас и туз пентаклей, десятка пентаклей. Работа, карьера, бизнес. Финансы. И совет предупреждения от Таро.
Сюрприз, неожиданность. Раки. Или с 14 по 20. Или на чем-то Ленорман сделает вам акцент. Знаете, здесь у кого-то из раков свадьба. Да, и очень много суеты. Большой выбор, где сыграть свадьбу, куда поехать потом, свадебное путешествие. Но вы это будете решать вместе, в паре. Также это может быть еще договор по поводу работы или предложение по работе. Может быть, для кого-то отправиться в дорогу. Тут может быть или партнерство, или выбор какого-то нового направления. Но это что-то для вас очень приятное. Может быть, это еще, знаете, на работе выбор отпуска, когда брать отпуск. Так у вас как-то все здесь связано с домом и с семьей. У кого-то здесь может быть подготовка к свадьбе, у кого-то здесь известие о беременности, у кого-то может быть решение вопросов с жильем, потому что туз пентаклей — это шанс больших материальных возможностей. Может быть, вы здесь что-то вот в отношениях, тут тоже десятка пентаклей, тут может быть получение наследства, или там вы разъезжаетесь, или наоборот съезжаетесь там с семьей, с родителями, с детьми. Или здесь, знаете, там родители уезжают куда-то в дом жить, а молодые там езжают в квартиру. Для кого-то может быть и наоборот. Но больше здесь вот какие-то имущественно-финансовые дела, связанные с вашей семьей. Но также смена статуса. Да, вот для тех, кто был в поиске, это познакомиться, влюбиться. Это сменить статус, стать в паре. Это стать возлюбленной или возлюбленным. Но то ли знакомство в дороге, то ли у вас еще здесь выбор будет. А также для тех, кто уже состоит в отношениях, это подготовка к свадьбе, может быть, помощь от семьи, может быть, вот как раз свадьба, решение вопросов там с недвижимостью. Также здесь может быть еще ипотека, потому что вот у нас в совет ложится королева пентаклей. Это может быть женщина, которая поспособствует. Это может быть банкир, риэлтор, или это ваша мама, которая даст вам вот провести торжество и обрести свое жилье. Да, поэтому в отношениях у вас здесь вот какие-то имущественные дела. Это еще может быть договор купли-продажи, но может быть вот для того, чтобы переехать в новое жилье, может быть, это даже находится где-то далеко, то есть вам придется отправиться в дорогу. Или развилка показывает выбор недвижимости. Может быть, еще вот птицы говорят, что с кем-то нужно будет посоветоваться, или будет очень много звонков. Вы будете кому-то звонить, вам будут звонить. Ну, то есть сидеть на телефоне. То есть переговоры какие-то, может быть, с риэлтором опять же, или с покупателями, или продавцами. Хорошо. Ну вот работа, может быть, у кого-то отпуск. Куда-то поедете, вот свадьба, и отправитесь в свадебное путешествие. Также рыцарь может показать какую-то приятную поездку. Может быть, вот для того, чтобы получить какой-то контракт или договор, вам нужно будет съездить, заключить этот договор. Ну, поездка будет очень приятной для вас. Еще рыцарь кубков показывает хорошие отношения с коллективом, заниматься любимым делом. Может быть, на работе какие-то приятные новости, помощь от кого-то для вас. Ну, опять же, тут, если вы даже поедете в какую-то командировку, это к лучшему. Ну, как-то идет линейка, что мы отправляемся куда-то в отпуск. Финансы. Четверка пентаклей. Опять же, это решение вопросов с недвижимостью. Может быть, планы по поводу там свадьбы или смены недвижимости у вас грандиозные, но четверка всегда говорит, что придется ужаться. Или если вы что-то покупаете, торгуйтесь, можете сбить цену. А если не хватает, то вот здесь в совет вам ложится какая-то королева пентаклей.
Ну, я уже говорила, да. Тут или риэлтор, или банкир, или мама поможет вам все-таки осуществить вашу мечту. Да, ну, четверка может еще говорить, что если у вас какие-то тут важные события, ну, постарайтесь все-таки поэкономнее. Да, не шикуйте сильно. Хорошо. Давайте получим для вас совет. Раки. Неделя с 14 по 20. Совет от королевы Луны. Траст. Ну, траст у нас это доверие. Ну, в первую очередь, карта говорит, доверяйте себе, своему мнению, своим желаниям. Да, ну и начинайте уже сейчас планировать ваше будущее. Рассчитывайте на собственные возможности. Ну, если этих возможностей будет не хватать, то, значит, карта советует вам обратиться к тем людям, которым вы доверяете. Ну, давайте получим для вас ответ от маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, ракам. На неделе с 14 по 20 февраля на их запрос «да» или «нет». Ну, маятник сказал «нет». Ну, может быть, не на этой неделе. Да, вот такой у нас с вами получился прогноз. Я желаю хорошей недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Приветствую вас, львы. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. Знак зодиака Лев. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. Получим советы для вас. И в конце у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Дом, семья. Отношения. Работа, карьера, бизнес. 4 старших аркана у вас уже. 3 старших аркана. Финансы. Совет, предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность. Львы. Недели с 14 по 20 февраля. Но здесь, смотрите, для женщин может быть на работе какое-то беспокойство по поводу каких-то, может быть, административных дел, потому что вот здесь у нас ложится справедливость. Да? Карта говорит, что вы очень ответственны, тем более, если вы занимаете какой-то руководящий пост. Здесь могут быть какие-то сделки, контракты, договора, и у вас очень много будет беспокойства по поводу этого. Может быть, еще из-за того, что какой-то выгодный контракт, финансов не хватает. Может быть, вот по птицам для того, чтобы этот контракт получить, вам, ну кому-то, нужен будет партнер. Партнер или с кем-то посоветоваться. Еще для кого-то, кто семейные, здесь, может быть, придут какие-то новости. Например, кто-то узнает из женщин, что вы беременны. Это консультация с каким-то специалистом, консультация или, может быть, даже какая-то процедура, например, ЭКО. Потому что здесь ложится мир. Мир – это смена статуса. Это может быть, конечно, и потому что здесь еще в отношениях иерофант. У кого-то здесь принятие решения. Вы подаете документы на заключение брака и на венчание. А кто-то узнает, что вы станете родителями. Для женщин здесь, конечно, по карьере могут быть какие-то очень большие возможности.
Тут просто вот по этим двум картам, может быть, предложения какие-то будут поступать, вы здесь принимать будете решения. Но вот эти две карты могут говорить, что у вас появятся какие-то сомнения и нерешительность. Вот у нас эта карта ложится в совет и предупреждение. Мне говорят, что вот эти вот замешательства будут вам или мешать, или вы можете этот шанс упустить. Может быть, вам предложат какую-то руководящую должность на работе. Здесь вы должны просто взвесить свои возможности, и если понимаете, что вы потянете, значит брать ответственность. Ну, мы сейчас до этого дойдем. Хорошо, дом, семья, у вас ложится старший аркан мир. Кто-то может отправиться в какую-то поездку, кто-то, может быть, будет очень много общаться через интернет со своими родными, близкими. Может быть, у вас там дети где-то далеко или родители, наоборот. Еще это смена статуса. Кто-то здесь вступает в брак и венчание. Или вы приводите своего избранника, избранницу, знакомитесь с родителями, и родители одобряют ваши отношения. Да, это благословение. У кого-то, может быть, у львов решается вопрос с иммиграцией. Да, вот тогда здесь будет очень много контактов в каких-то государственных учреждениях. То есть или нужно будет у кого-то совет попросить, да, поддержку, или, может быть, вот посещать очень много каких-то зданий, оформлять документы. Потому что вот эти две карты могут говорить о переезде в другую страну. Ну, давайте мы одну карту мира уточним. У кого-то здесь рождение, зачатие малыша. Король пентаклей у нас здесь. Ну, женщина львов — это может быть ваша возлюбленная или супруг. Да, кто-то может переезжать. Это решение вопросов, например, с жильем. Потому что пятерка пентаклей в финансах может показывать отсутствие своего жилья. Да? Это решение вопросов с переездом. Тут или мужчина этим вопросом заведует, или, может быть, здесь идет помощь от такого короля. Это может быть банкир, агентство недвижимости, или, может быть, это ваш отец. Ну, а для женщин это ваш супруг, да, и возлюбленный. Так, ну давайте отношения тогда посмотрим, Иерофант. Это карта брака. Еще она говорит, если вы уже в браке, может быть, здесь какие-то церемонии, крещение ребенка или какие-то семейные праздники, там дни рождения, это опять же свадьбы, венчания. Или, может быть, церемония получения гражданства. Давайте мы одну карту уточним. Помощь, да. Помощь от рода идет. Ну, если вы женитесь, то, естественно, вам родители помогут все это оформить. Если вы переезжаете, то все равно здесь идет помощь от рода. Если вы в поиске, вот здесь как бы карты говорят, что вот я говорю, женщина здесь могла самоизолироваться от отношений, но будет очень много каких-то контактов. Все-таки птица у нас показывает пару. Может быть знакомство, но у вас будет очень много сомнений и колебаний по поводу вступления в эти новые отношения. Почему и здесь она в предупреждении ложится, что вы будете в каком-то вопросе очень сомневаться. По шестерке это обрести очень равновесные отношения. Это, во-первых, в вашу жизнь войдет гармония, поддержка и помощь, ну, для женщин от мужчины. Может быть, человек будет вас старше. Старше и мудрее. Потому что вот по Иерофанту, по новым отношениям, здесь кто-то является учителем, а кто-то учеником. Ну, это метафорически, да, кто-то может быть более мудрый, опытный, а другой моложе или еще мало житейского опыта. Но вот по этим двум картам здесь они как бы поговорят, если это новые отношения, то здесь будет и взаимное доверие, и поддержка друг от друга. Ну, давайте посмотрим работу. Да, здесь может быть какие-то приказы о назначении. Также это подписание сделок, контрактов, договоров. А для кого-то, может быть, это получение официальных документов, если вы собираетесь куда-то уезжать, там, в эмиграцию, например. То, естественно, это заключение трудового договора, но
Ну, тут исполнение какого-то желания. Да. Здесь или получение выгодной сделки, или то, о чем вы долго мечтали. Ну, в принципе, я уже все это перечислила. Или получение, наконец-то, желанной должности. Так, хорошо. Давайте тогда с финансами посмотрим, что у нас здесь пятерка пентаклей. Это, как правило, временные трудности. Кому-то, может, на этой неделе вот оформление всяких документов официальных говорят о непредвиденных тратах, те, на которые вы не рассчитывали. Давайте одну карту посмотрим. Что здесь? Ну, другой говорит, что денег мало, но у вас получается сохранять равновесие. Или здесь будет какое-то еще предложение, или, знаете, двойка говорит, когда человек ищет еще один дополнительный источник дохода. Здесь может поступить какое-то предложение или о единовременном заработке, или о неофициальной работе. Но еще очень много дел, вот я говорю, оформление документов, и вам придется вот немножечко двойка, это, знаете, разумное распределение средств. То есть в чем-то придется ужаться, но что-то оплатить, то, что для вас сейчас первостепенно. А если у вас тут свадьба или венчание, то здесь карта говорит, не покупайте сразу, что понравилось, а ищите, может быть, скидки. Или торгуйтесь, если вы что-то покупаете такое, может быть, недвижимость. Да, обязательно торгуйтесь, есть шанс сбить цену. А в совет предупреждения карта говорит, убирайте вот эти сомнения, нерешительность, какие-то колебания. Они вам будут мешать. Ну и слушайте свою интуицию. Если в каком-то вопросе у вас есть сомнения, это, знаете, как сгоряча не принимайте этот вопрос. Переспите ночь, утро вечер мудренее. Так, давайте получим для вас совет от оракула Королевы Луны, Львы, с 14 по 20 февраля. Так, surrender – это прекращение борьбы. Карта говорит отказаться от какой-то борьбы, это не значит сдаться. Просто отпустите то, что вам больше не нужно. Перестаньте так упорно цепляться за аспекты и модели поведения, которые не согласуются с тем, кто вы есть. Если в вашей жизни сейчас идут перемены, перестаньте сопротивляться, просто доверитесь Вселенной, что все это к лучшему. Ну, давайте получим ответ от маятника. Маятник, ответьте, пожалуйста, львам на неделе с 14 по 20 на их запрос «да» или «нет». Ответ «да». Ну, у меня для вас все. Я желаю вам хорошей недели. Благодарю за просмотр. До свидания. Девы, здравствуйте. Давайте посмотрим, что вас ждет на неделе с 14 по 20 февраля. В конце прогноза у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Дом, семья, отношения, работа, карьера, бизнес, финансы, совет предупреждения от Таро. Сюрприз, неожиданность, девы, неделя с 14 по 20 февраля. Так, что у нас тут? Любовь. Счастье, удовольствие, исполнение желания.
карты говорят, что есть в вашей жизни человек, который вас любит. Это очень человек надежный, вы на него можете полностью положиться. И эти чувства, эта любовь стабильна на долгие-долгие годы. Это может быть ваш любимый человек, супруг, супруга. Это может быть друг или какой-то родственник. Ну, например, для кого-то мама. Еще, конечно, вот эти две карты говорят об очень сильных взаимных чувствах. Ну, а если женщина сомневается в своем мужчине, то зря. Мужчина вам верен. Здесь у вас в доме, в семье старший аркан сила. Конечно, сила может говорить о какой-то борьбе. Как правило, здесь борьба должна быть с мягкой силой. Да? То есть, если есть какие-то конфликты в доме с кем-то, то постарайтесь решать их более спокойно. Без криков, без скандалов, без конфликтов. Также это может быть и любовь, и ревность. Но еще карта говорит, что есть у вас в доме какая-то ситуация, с которой вам нужно будет справиться. Да, по старшему аркану силы у вас все получится. Но может быть какие-то трудности в вашем доме. Например, связаны там с родителями отношения, да, или может быть отношения с детьми, которые там подростковый возраст. Здесь тоже самое главное все делать очень спокойно. Вот как таковую силу применять нельзя, чтобы этот конфликт не разросся. Ну, еще, может быть, в доме у вас какие-то планы, дела, и вам потребуется вот скоммуницировать, да, все свою энергию, силы, чтобы, ну, не знаю, может быть, у вас там ремонт или строительство, вот, чтобы навести порядок, например. Или, может быть, очень много дел будет по дому, дел, ответственности. Давайте посмотрим. У кого-то здесь может быть или ремонт, или строительство, да, как я сказала, восьмерка. Если у вас отношения только-только, может быть, вы только начали жить, да, это может быть и молодая семья. Вы знаете, восьмерка всегда говорит о начале очень долгих, крепких отношений. Но если вы не проявляете недоверие или там ревность к партнеру, почему вот здесь говорят, шла, да, может быть, женщины сомневаются в верности мужчины. Зря сомневаетесь. Может быть, вот из-за этого вам и говорят карты, вот эта сила, это лишняя борьба. Нет здесь никаких измен, не надо вам ни за кого бороться. У вас очень крепкие взаимные чувства. Ну, скорее всего, вы с этим партнером или партнершей пройдете долгие-долгие годы. Но, как все отношения, над ними надо работать, но с взаимным доверием. Здесь еще может быть работа из дома, к чему сила ложится, да, очень большой завал работы. Может быть, вы сейчас на удаленке, или вы, может быть, у вас работа, например, связана там, с интернетом, или какой-то проект, над которым вы трудитесь. Ну или здесь какой-то вот восьмерка, да, это какое-то предполагаемое или уже вы его начнете, дело, связанное с вашим домом. Ну вот я говорю, может быть, начинаете ремонт. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в отношениях ложится королева мечей. А для мужчин, может быть, это ваша возлюбленная или знакомство с такой дамой. Это может быть женщина воздушной стихии или разведена, вдова. Вот эта борьба-то у вас еще может быть в отношениях. Это вот, может быть, для женщин это мама вашего возлюбленного. Ну или теща, например, для мужчин. Да? Женщина очень категоричная. Да, с ней сложно. Она, как правило, уже давно находится одна, поэтому привыкла принимать решения за себя и там, за своего сына или за свою дочь. Может быть, вот старший аркан силы это и говорит, что вам нужно будет преодолеть сопротивление этой дамы. Ну, давайте мы уточним. Ну, какие-то проекты, связанные, может быть, с отношениями или с вашим домом. Ну, вот, может быть, противодействие этой дамы или, наоборот, от нее отдельный совет. У мужчин здесь зарождение нового страстного романа с королевой мечей. Это может быть приглашение на свидание, на выходные куда-то поехать. Так, сейчас.
М. У кого-то здесь может быть королева мечей — это врач, который сообщит о беременности. Причем начало — это сила, да, это бороться, может быть, не бороться, а были трудности какие-то со здоровьем, это справиться с какой-то, может быть, болезнью. И здесь известие о беременности, да, и вы меняете статус на родителей. Королева мечей тогда это врач. Но для тех, кто в поиске, это сменить статус, да, стать возлюбленным или возлюбленной. Например, женщин-дев, может быть, вы давно в разводе или вы вдова. Здесь появится человек у вас, но это обрести очень стабильные отношения. Поэтому если у вас, например, есть ребенок, и вы сомневаетесь, как ребенок воспримет, все-таки здесь карта рода, она говорит, что вы можете создать очень крепкие отношения. Приглядитесь к новому человеку, который войдет в вашу жизнь. Работа. У кого-то здесь может быть какая-то неожиданная командировка, потому что рыцарь мечей всегда несет какие-то внезапные события. То есть происходит звонок. Ну, например, вы работаете там двое через двое, а вдруг вам звонят и говорят, что нужно выйти сегодня там или завтра из-за того, что там кто-то заболел. Кому-то нужно будет срочно уехать или в командировку, или по делам, может быть, по вашей собственной работе. Также рыцарь мечей, конечно, это захват каких-то новых областей, территорий, новых направлений. Что-то вы здесь продумываете, какую-то стратегию. Еще это, конечно, коммуникатор. Это способность договариваться, решать какие-то вопросы, но действовать, конечно, придется, может быть, чересчур напористо. Или время будет играть большое значение. Но еще карта может показывать конфликт. Это может быть клиент, заказчик, или это конфликт, там, например, с коллегами на работе или с начальником. Давайте мы уточним. Здесь, может быть, вам что-то пообещали по финансам, или вам пообещали какую-то должность. Вот этот вот туз, на который вы рассчитывали. Ну, могли там кому-то другому дать должность. Так, или что-то другое. Сейчас посмотрим. Колесница. Тут какая-то неожиданная поездка у вас может произойти. Или для того, чтобы началось движение в вашей работе, в бизнесе или в карьере, вам придется тут с кем-то поконфликтовать, чтобы отстоять свое. Но в любом случае здесь какие-то очень ваши активные действия помогут продвижению в работе, в бизнесе, в карьере. Тут она вам единственное, что советует действовать очень решительно и быстро, чтобы воспользоваться какой-то ситуацией. Так, хорошо, финансы. Есть какая-то неудовлетворенность в финансах, но вот эта рука-то с кубком протягивается. То есть, вот понимаете, здесь может быть по работе вот поступает какое-то предложение, и нельзя колебаться. Вот нужно это предложение рассмотреть. Оно приведет вас к продвижению. Может быть, это предложение о новой должности, или о новой работе, или какая-то поездка. Самое главное, вот в таком состоянии, что вот ничего не хочется, руки опускаются, и вообще все надоело. А самое главное, вы это предложение должны рассмотреть. Так, сейчас я еще посмотрю карту. Здесь еще может быть разочарование по десятке. Вы чересчур устали. Может быть, много работали. Кому-то нужно просто отдохнуть. Слишком много ответственности, обязанностей у вас здесь и в доме, в семье, старший аркан сила. Может быть, еще, знаете, очень много денег уходит вот на какой-то то ли ремонт, то ли строительство. Может быть, у кого какие-то кредиты или долги. Вот здесь вот как бы карта говорит, если много очень платежей, и вы не справляетесь, то вот все равно какой-то помощи от кого-то может или предложение прийти. Протяните руку и возьмите эту помощь. Может быть, опять же, вот от семьи. Ну, совет предупреждения. Да, человек идет к своей цели, несмотря ни на что. Хотя его кто-то отговаривает, кто-то ему вставляет палки в колеса. Здесь самое главное, карта говорит, постарайтесь, чтобы вас не сбили с вашего пути. И не разрешайте никому вмешиваться в вашу жизнь. Вот если вы долго были в одиночестве,
пусть у вас там есть дети, родители, но в вашей жизни появляется человек, то вот здесь вам нужно противостоять, может быть, да куда ты собралась там, или как твои дети. Вот здесь карта говорит, постарайтесь, чтобы никто не вмешивался, и научитесь говорить «нет». Ну и в то же время, если человек пришел с любовью к вам, ну, семерка — это когда мы отбиваемся от претендентов, как бы нам уже комфортно в одиночестве. Ну вот здесь карты говорят, что вы можете упустить свое счастье. Хорошо, давайте получим совет для дев. От королевы Луны Девы недели с 14 по 20 февраля. Норишмент — это питание. Карта говорит, что сейчас вам нужно очень тщательно обратить внимание на ваше питание, питание вашего тела, разума и духа. Поддерживайте, питайте ваши ценности. Обратите внимание сейчас на свое здоровье. Особенно для тех, кто узнает о том, что вы скоро станете родителями. Хорошо, ну давайте мы получим ответ от маятника для вас. Маятник, ответь, пожалуйста, девам на неделе с 14 по 20 февраля на их вопрос «да» или «нет». Ответ «да». Для вас все. Я желаю вам хорошей недели. Благодарю за просмотр. До свидания.